Всем привет! С вами Наталья Рукодельная. Сегодня я хочу рассказать о том, как просто и быстро приготовить вкуснейшую колбаску. Я давно уже делаю разные колбасы. Для этого у меня есть и колбасный шприц. Смотрите видео по подсказке сверху. И год назад я купила еще и ветчиницу. После ее покупки я так разленилась, что теперь делаю колбасу или ветчину только в ней. И вам покажу, как это делается. Очень просто. Для начала готовим мясо для колбасы. Я делаю неизменно с нитритной солью. Она придает не только тот самый колбасный вкус и розовый цвет, но и позволяет хранить колбасу подольше. Перед тем, как я начала использовать нитритную соль, я изучила этот вопрос и выяснила, что при засолке и потом варке соль становится почти безвредной. Главное варить при температуре не выше 80 градусов. Колбасу я почти всегда делаю из мяса курицы или индейки. Все пропускаю через мясорубку, а если хочу сделать ветчину, то режу на мелкие кусочки. Для красивой ветчины беру грудку и бедра. Так она получается разноцветной, но не жирной, как делают ее, например, со свининой или с салом. На 1 килограмм мяса я беру соли 14 грамм. Если вы любите посолонее, то можно взять 15. Взвешиваю все это на весах. Но соль я беру не всю нитритную. Я вычислила для себя, что и половина нормы достаточно для вкуса и цвета. А так как колбаса у нас долго не хранится, то этого вполне достаточно. В фарш добавляю 7 грамм нитритной соли и 7 грамм обычной. Перемешиваю и в холодильник дня на 3. Так она как следует просаливается. Можно и на час оставить в тепле, если очень торопитесь. Но я обычно делаю заранее, мне так нравится больше. Перед приготовлением уже добавляю специи. Стандартно это сухой чеснок, по желанию острый перец с хлопьями, зерна горчицы, вообще все что угодно. Перемешиваю, даю постоять в тепле, а пока готовлю ветчиницу. Аппарат этот достаточно простой, но надо приспособиться, чтобы установить в него дно. У меня иногда это никак не получается. Обычно я делаю колбасы сразу побольше, поэтому ставлю дно в самый низ для самого большого размера. Еще для приготовления колбасы в ветчинице понадобится пленка для запекания и веревка. У меня это джутовый шпагат. Завязываю с одной стороны и аккуратно, чтобы пленка не порезалась о края, вставляю внутрь ветчиницы. Потом уже закладываю фарш, тоже аккуратно, чтобы не порезать. Ой, сколько раз я уже ее резала и выкидывала. Так что приспособиться надо. Потом завязываю сверху как следует, чтобы сок потом не вытек. И сверху еще одна пластина и пружинки для утрамбовки ветчины. Аккуратно опять же вставляйте пружинки, чтобы не проткнуть пакет. Во время варки колбаса еще больше утрамбовывается и пружинки стягивают ее. Так получается плотная колбаска. Для варки колбас я специально купила мультиварку с возможностью регулировки температуры. Поэтому наливаю воду в чашу, так, чтобы покрыть ветчиницу. И просто выставляю температуру 80 градусов. И время варки 2-2,5 часа в зависимости от массы колбасы. Остужаю я колбасу или ветчину в оболочке. Так сок застывает и превращается во вкуснейшее желе, которое тоже можно вкусненько навернуть. Первый раз, когда я попробовала такую ветчину с желешкой, я просто пищала от удовольствия, потому что она была по вкусу та самая настоящая, как в детстве из баночки, но при этом натуральная. Эта же колбаса с семенами горчицы мне тоже очень понравилась. Зернышки лопаются так прикольно, но они мягкие и только придают необычность и пикантность. Ну вот, собственно, и все. Приятного аппетита!